Мало кто знает, что, оказывается, холодные оттенки цветовой гаммы менее всего привлекают насекомых-опылителей. Именно поэтому среди растений достаточно редко встречаются синие, насыщенно-голубые, фиолетовые и ультрамариновые оттенки. Возможно, по этой причине для нас, садоводов, особенно любимы и так желанны эти цветы. Хотя надо добавить, что именно синие и голубые тона визуально расширяют пространство и наполняют летний сад особым умиротворением, ощущением чистоты и прохлады. Сегодняшнее видео о цветах с редкой небесной окраской. Возможно, кое-что вы возьмете себе на заметку и с их помощью создадите свой неповторимой красоты уголок в саду с выраженной синевой. Я также буду всем благодарна, кто дополнит мой список своими растениями в этой эффектной цветовой гамме. Друзья, поддержите, пожалуйста, наш канал своими лайками и комментариями. И не забудьте подписаться, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Среди растений настоящего чистого синего цвета не так уж и много. Из года в год селекционеры всего мира пытаются создать новые гибриды, приближенные к этой окраске. Но далеко не со всеми растениями это удается. Например, до сих пор не выведено синих роз, пионов, тюльпанов, осильб и прочих цветов. Поэтому, если вы увидите в продаже подобные фото, знайте, что это всего лишь обманчивая реклама. Хотя, если хорошо разобраться, даже в самой природе цветов с небесной окраской весьма большое разнообразие. Уже с ранней весны из-под самого снега пробиваются очаровательные колокольчики сциллы. За ними следом массово устилают землю своей синевой симпатичные яркие мускари. Не менее красиво выглядят синие и голубые печеночницы, фиолетово-синие цветы тон травы и нежных крокусов. Надо признать, что весна особо щедра на растения в синей гамме. В это время распускаются синие анемоны. Второе название этого многолетника – ветреница. Эти цветы способны украсить солнечные клумбы, микс-бордеры и даже балкон или ваш подоконник. Особо красивые ее махровые сорта. Цветет анемона ярко и долго. На каждом кустике может раскрываться до 20 цветков с диаметром около 8 см. Поражает своей синевой красавица-горячавка. У этого многолетника достаточно много видов, среди которых есть как низкорослые, так и более высокие в форме куста растения. Цветы похожи на удлиненные бокаловидные колокольчики насыщенного синего цвета. Хотя встречаются горячавки с белыми, голубыми, лиловыми и даже желтыми цветками. Среди таких привычных садовых многолетников, как примулы, тоже часто встречается синяя окраска. Не менее ярко, но уже ближе к голубому цвету цветут незабудки, пупочник и брунера. Их цветки очень мелкие, но не всегда привносят в сад свое особое очарование. Создать красивый цветущий бордюр можно с помощью неприхотливой живучки. Когда ее низкорослые кустики сплошь покрываются синими соцветиями, выглядит это очень эффектно. Особенно в сочетании с другими почвопокровниками, например, голубым флоксом шеловидным, обильно и неустанно цветущей фиолетово-синей лобелией и всевозможными многолетними ирисами. Среди ирисов можно подобрать высокорослые, среднерослые и низкие виды, не превышающие 20 см в высоту. Разнообразие красок этого цветка просто поражает. При их рассматривании создается впечатление,
будто какой-то художник специально разрисовал лепестки яркими акварельными красками. Среди ирисов есть и долгоцветущие виды. Например, позднецветущий ирис сибирский Blackberry Jubilee получил награду не только за свою красоту, но и за продолжительность цветения, которая длится до 2 месяцев. Он также считается одним из самых устойчивых к заболеваниям. Не менее красиво цветет привлекательная лекарственная синюха. Среди этого неприхотливого растения встречаются интересные формы с пестрой варигатной листвой. Просто шикарно смотрятся в цвету фиолетово-синие клематисы. Эти цветы полюбились многим цветоводам. С их помощью можно создать красивые вертикали в саду, задекорировать арку или неприглядный забор. В компанию к синим клематисам можно высадить небесные окраски дельфиниумы и колосистые вероники. Эти растения хорошо переносят временную засуху и в особом уходе не нуждаются. Еще более неприхотливые, цветущими яркими фиолетово-синими соцветиями, это котовник Фасена, синий иссоп, английская узколистная лаванда и шалфей. Из этих растений получаются пышные бордюры, которые не только украсят вашу территорию, но и порадуют своим чудесным ароматом. Их также можно использовать в качестве пряно-ароматических травяных сборов, например, для приготовления чая. Из летников можно посадить обильно цветущую лаурентию и синие петунии, и помею, и синий агератум. Из более неприхотливых растений можно посадить синий василек, синеголовник и люпины. Эти цветы создадут модный в последнее время садовый стиль, который называется натургарден. Если вы хотите создать настоящую поляну из голубых цветов, посадите очаровательную почвопокровную немофилу. Более подробно узнать об этом растении можно, посмотрев наше видео, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. Среди прочих растений ярко выделяются своими небесными цветами сине-голубые аквилегии и колокольчики. Эти многолетники могут расти как на солнце, так и в притенении и в особом уходе не нуждаются. Из красиво цветущих кустарников ярко выраженной синевой может порадовать цианотус или краснокоренник. Посмотреть видео об этом эффектном растении можно, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. Среди сирени тоже можно подобрать сорта, приближенные к сине-фиолетовым оттенкам. Кстати, я давно заметила, что именно такая сирень имеет самый насыщенный, стойкий аромат, который уловим даже издалека. Ну и, пожалуй, самые мои любимые кустарники в саду, которые способны порадовать своим незабываемым, роскошным цветением, это крупнолистные гортензии. Правда, чтобы получить голубые и приближенные к синей окраске цветы, кусты придется подкислять. Причем менять свою окраску на синюю способны лишь некоторые сорта. Но это уже отдельная тема, которой стоит посвятить отдельное видео. Из своих последних приобретений мне удалось пополнить свою садовую коллекцию очень интересным и обильно цветущим растением, которое цветет синими звездочками. Называется цератостигма. Растет она в виде крупного почвопокровника. Чем ближе к холодам, листва цератостигмы приобретает самые яркие багряные краски, на фоне которых расцветают многочисленные ярко-синие цветки, чем-то похожие на флоксы. Эти цветки радуют до самой поздней осени. Я уверена, что мой список вы сможете дополнить своими интересными растениями в насыщенной синей гамме. Буду благодарна всем вашим комментариям,
и советов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.